Приветствую, друзья! Вы знаете, я стал сегодня разбирать последние резонансные события и не смог проигнорировать последние новости из Германии, особенно на фоне прошедших выборов. Фридрих Мерц, который по всей вероятности станет новым канцлером, активно продвигает свои инициативы и пытается изменить Германию. На этом фоне политики ХДС, Христианско-демократического союза, который возглавляет Фридрих Мерц, вызвали широкий общественный резонанс своими заявлениями о будущем возобновлении импорта российского газа. Ян Хайниш, занимающий пост заместителя председателя фракции ХДС в парламенте Северного Рейна-Вестфалии, заявил в интервью политика Newslater, цитата: «Когда в один прекрасный день будут достигнуты справедливый и безопасный мир, тогда можно будет заново обсуждать возможность покупки российского газа». Эти слова быстро разошлись по немецким средствам массовой информации, тем самым вызвав бурную дискуссию. Дело, друзья, в том, что Хайниш играет важную роль в коалиционных переговорах, ведущих к формированию нового правительства. Он является участником рабочей группы по вопросам климата и энергетики, где и разрабатываются энергетические принципы будущего коалиционного соглашения между ХДС, ХСС и Социал-демократической партией Германии. По мнению Хайниша, Россия остается одним из потенциальных поставщиков газа среди многих других стран мира. Как именно будет организована поставка по морю или по трубопроводам, пока остается открытым вопросом, добавил он. Но, друзья, эти слова не остались незамеченными. До 2022 года, как вы знаете, Россия была крупнейшим поставщиком газа в Германию, однако проект «Северный поток-2», который должен был увеличить объемы поставок через Балтийское море, так и не был реализован. После начала конфликта в Украине в феврале 2022 года правительство так называемой светофорной коалиции, Социал-демократическая партия Германии, Зеленые и Свободная демократическая партия остановили проект, несмотря на то, что газопровод был практически готов. Затем, в сентябре 2022 года ситуация резко обострилась в результате загадочного теракта. Одна из ниток Северного потока-2 была разрушена, как и обе нитки Северного потока-1, который уже находился в эксплуатации на тот момент. Этот инцидент привел к окончательному разрыву энергетических связей между Берлином и Москвой. Но недавно депутат Бундестага от Христианско-демократического союза из Баден-Вюртемберга Томас Баррис опубликовал пост в социальной сети, в котором прокомментировал статью Handelsblatt. В данном материале обсуждали слухи о том, что запуск газопровода «Северный поток-2» может стать частью соглашения между США и Россией для урегулирования конфликта в Украине. Причем, как сообщалось, в этот процесс может быть вовлечен именно американский инвестор. Баррис не скрывает своего восхищения. Цитата: «Меня поражает, насколько деловые наши американские друзья. Если наступит мир, отношения нормализируются. Санкции рано или поздно ослабнут, то, разумеется, газ снова может пойти. Может быть, на этот раз уже по трубопроводу под контролем США». То есть, по его мнению, этот вопрос рыночной экономики. Если такой проект окажется экономически выгодным, он может быть реализован на практике. Однако, друзья, в Министерстве экономики ФРГ, которым, вы знаете, руководит Роберт Хабек, партия «Зеленых», эту идею жестко отвергли. Ведомство напомнило, что «Северный поток-2» не сертифицирован и не имеет юридического разрешения на эксплуатацию. Таким образом, вопрос использования этого газопровода даже не стоит, говорится в заявлении министерства. Но, несмотря на официальную позицию властей, тема вызвала широкий общественный резонанс. Резкие нападки на идеи Христианско-демократического союза последовали сразу же со стороны «Зеленых». Заместитель председателя фракции Юлия Верлиндер заявила, цитата: «Черно-красная коалиция ХДС СДПГ подвергает Германию огромному риску, если легкомысленно поставят под удар добытую таким трудом независимость от российских ископаемых энергоносителей». Эксперты в области энергетики также считают, что идея запуска «Северного потока-2» под контролем американских инвесторов не отвечает немецким интересам. Это приведет к двойной зависимости сначала от России, а затем от Соединенных Штатов Америки. Это не вариант, который обеспечит Германии энергетическую безопасность. Но может быть альтернативный сценарий. Если в мае будет открыта процедура банкротства для оператора «Северного потока-2», немецкое правительство может принять участие в торгах. Сейчас это руины на морском дне.
Но правительство Германии может, если захочет, владеть этими руинами. И газопровод можно будет использовать в будущем. Либо по нему снова пойдет российский газ, либо можно подключить его к Финляндии и импортировать водород. Сейчас будущее газопровода зависит от судебных разбирательств. Как вы знаете, компания-оператор «Северный поток-2», находящаяся сейчас в серьезных финансовых затруднениях, рискует обанкротиться. По решению швейцарского суда она должна до 9 мая 2025 года урегулировать все вопросы с кредиторами. Если же это не произойдет, будет инициирована процедура банкротства, что в Германии соответствует процедуре несостоятельности. Несмотря на политические разногласия, эксперты не исключают, что Германия в будущем может вновь импортировать российский газ, однако подчеркивают, что для этого должны сложиться определенные политические условия. Цитата. В принципе, нельзя исключать, что однажды Германия снова начнет покупать газ из России, но только в том случае, если политическая ситуация изменится, а Москва снова станет надежным партнером, отметил эксперт. Однако, по его словам, до этого еще очень далеко. Один лишь хрупкий мир в Украине для этого недостаточен. Пока Россия не продемонстрирует готовность сотрудничать на долгосрочной основе и восстановить доверие на международной арене, обсуждать этот вопрос бессмысленно. Конец цитаты. Кроме того, отвергается возможность того, что поставки газа может быть восстановлены на основании американско-российской сделки. Эксперт заметил, цитата, «Возобновление поставок не может основываться на соглашении между Соединенными Штатами Америки и Россией. Вопрос энергетической безопасности должна решать сама Германия в согласии с другими европейскими странами. Однако добиться такого единства будет чрезвычайно сложно, и с политической точки зрения это практически невозможно объяснить гражданам Германии». В то же время представитель партии «Зеленых» Юлия Верлинден призывает следующее правительство Германии ускорить развитие возобновляемых источников энергии. Она подчеркивает, что альтернативная энергетика – это будущее, а именно она должна стать основой энергетической политики страны. Схожую позицию также поддерживает эксперт по энергетическим кризисам Пепе, но с важной оговоркой. Он отмечает, что даже массовое развитие возобновляемых источников энергии не сделает Германию полностью независимой в вопросах энергоснабжения. Цитата. «Для индустриальной державы такой уровень автономии просто невозможен. Нам, например, все равно придется импортировать зеленый водород из других регионов мира, где это производство дешевле благодаря изобилию ветра и солнца», поясняет Пеппа. По его словам, в отличие от нефти и газа, ветровая и солнечная энергия гораздо равномернее распределены по планете, что теоретически дает странам больше возможностей для их использования. Однако возникают здесь новые вызовы. Цитата. «Теперь ключевую роль будут играть минералы и редкоземельные металлы, которые необходимы для производства солнечных панелей, аккумуляторов и ветрогенераторов. Кроме того, технологии, промышленные товары и инфраструктура станет еще важнее», объяснил он. В итоге, друзья, мир будущего в плане энергетики будет не прямолинейным и непростым, а скорее сложным и многослойным. Риски станут размытыми, а энергетическая система более уязвима. Единственный способ обеспечить устойчивость – это сделать нашу энергетику максимально диверсифицированной, заключает Пеппа. Друзья, а как вы считаете, возможен ли возврат к российскому газу и насколько это целесообразно, или Германии лучше окончательно выбрать путь полной независимости? Делитесь своим мнением в комментариях, а чтобы не пропускать важные события, подписывайтесь и ставьте лайк, это помогает мне выпускать больше видео. Скоро увидимся и хороших вам новостей!